Друзья, Лысая Ставка — канал с бесплатными прогнозами на спорт. Его ведет мой хороший знакомый, и у него действительно качественные прогнозы. Так что если хотите подзаработать на прогнозах, вам к нему. Ссылка будет в описании. Манчестер Сити готов выделить серьезные деньги для трансфера. Барселона может продать Рафинью. Мадридский Реал не отпускает игроков на Олимпиаду. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Нападающий Лацио Чиро Иммобиле хочет покинуть клуб, сообщает Корриere делла Sera. По их информации, желание футболиста связано с напряженными отношениями с болельщиками и нападками на него после ухода главного тренера Маурицио Сарри. Ранее сообщалось, что группа людей подкараулила Иммобиле и его жену перед школой, где учится их сын, и начала оскорблять футболиста. Также имело место физическое насилие, однако подробности не уточняются. Подчеркивается, что были и другие эпизоды проявления агрессии в адрес нападающего и его семьи. Например, один из фанатов Лацио оскорбил Иммобиле, когда тот находился в автомобиле со своим 4-летним сыном. Зафиксирован случай, когда поклонники римского клуба оскорбляли жену Иммобиле в тот момент, когда игрока не было рядом с ней. Чиро перешел в Лацио из Севильи в июле 2016 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. По данным инсайдера Никола Скиры, Наполи хочет продлить контракт с Хвичи Кварацхелией. Как сообщает источник, итальянский клуб готов предложить грузину новое соглашение до лета 2029 года. Нынешний контракт заканчивается в июне 2027. Кварацхелии предлагают увеличение зарплаты до 4 миллионов евро в год, плюс до 1 миллиона евро в виде бонусов. Форвард Ромы Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Никола Скира. По его данным, неназванный топовый клуб из Саудовской Аравии заинтересован в кандидатуре бельгийского нападающего. На данный момент Лукаку выступает за Рому на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. Ранее сообщалось, что Челси не рассчитывает на игрока, а сам форвард не планирует возвращаться в английскую премьер-лигу. Лондонский Челси определил 18-летнего Лени Йора из Лиля приоритетной целью на замену Тиаго Сильве. Об этом сообщает Evening Standard. Отмечается, что стратегией владельцев клуба является подписание 2-3 лучших игроков мира Ю-23 на каждую позицию. Запасные варианты в центр защиты — Усман Диаманде из Спортинга и Жан-Клер Тодибо из Ниццы. Француз также является трансферной целью для ПСЖ. В январе Йора пытался подписать все тот же ПСЖ. Он готовил предложение в 50 миллионов евро, однако Лиль решительно отказался продавать игрока. Лени заинтересовал еще ряд клубов, среди которых Бавария, Манчестер Юнайтед, Ман-Сити, Ливерпуль, Тоттенхэм и Вест Хэм. Йора является воспитанником Лиля и всю карьеру провел в этом клубе. Полузащитник Барселоны Педри скоро приступит к тренировкам с каталонской командой. Как сообщает Спорт, испанский футболист сможет сыграть в 1/4 ЛЧ с Пари Сен-Жермен. То же самое касается и другого хавбека — Фрэнки де Йонга. Первый матч между командами состоится в Париже 10 апреля. Ливерпуль проявляет заинтересованность в египетском нападающем Айнтрахта Омаре Мармуше. Об этом сообщает Спортбилд. На текущий момент неизвестна сумма, которую английский клуб готов предложить за игрока. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. Манчестер Юнайтед будет терять 10 миллионов фунтов после каждого непопадания в Лигу Чемпионов. В новом контракте МЮ с Adidas прописан штраф в размере 10 миллионов фунтов. Он будет вступать в силу всякий раз, когда клуб не сможет выйти в Лигу Чемпионов, пишет The Times. Текущий 10-летний контракт МЮ с Adidas рассчитан до 2025 года. Его общая сумма — 750 миллионов фунтов.
Новое соглашение будет действовать до 1935 года. По нему МЮ будет получать до 4 миллионов и 400 тысяч фунтов всякий раз, когда мужская или женская команда выиграет чемпионат, Кубок Англии или континентальный турнир. Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что нападающий бразильской национальной команды и саудовского Аль-Хиляля Неймар восстановится после разрыва крестообразной связки в июле-августе 2024 года. Мы еще не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведем 9 или 10 месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле. Приводит слова Ласмара Mundo Deportivo. Напомню, что футболист получил травму 18 октября минувшего года во время матча южноамериканской квалификации к ЧМ-26 года, в котором сборная Бразилии уступила Уругваю со счетом 0-2. Мадридский Реал обратился к Федерации футбола Франции с уведомлением о том, что не готов отпускать своих французских футболистов на грядущую летнюю Олимпиаду, сообщает Le Temps Sport. Источник также сообщает, что под запрет на участие в Олимпиаде таким образом может попасть вингер ПСЖ Кильян Мбаппе, который, по сообщениям различных СМИ, должен пополнить состав мадридского клуба этим летом. Данное событие примечательно тем, что, по информации многих журналистов, одним из условий при переходе Мбаппе в Реал было именно участие француза в Олимпийских играх, на которых он хочет представлять свою страну. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о своем будущем в парижском клубе. «Я очень счастлив в ПСЖ. С тех пор, как я присоединился к клубу, я чувствую любовь со стороны президента и правления команды. Мы все работаем над долгосрочным проектом. Все идет хорошо», — сказал Энрике. Его действующий контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2025 года. Манчестер Сити готов сделать предложение в размере 115 миллионов евро за подписание Бруно Гимараеша. Об этом сообщает АС. По их информации, горожане уже установили контакт с окружением бразильца с целью обсуждения его потенциального трансфера. Сообщается, что Ман-Сити рассчитывает, что он сможет заплатить 115 миллионов евро, разбив эту сумму на 3 платежа. Клуб хочет приобрести дополнительного игрока на позицию опорного полузащитника для того, чтобы снизить нагрузку, приходящуюся на хавбека Родриго Эрнандеса. Защитник Барселоны Сержиньо Дест, выступающий на правах аренды в составе ПСВ, может стать игроком голландского клуба на постоянной основе. Об этом сообщает Sport.ES. По их сведениям, ПСВ в следующем сезоне рассчитывает на Деста. Команда из Эредивизии готова выкупить у каталонца футболиста. Потенциальная сделка оценивается в 10 миллионов евро. Действующая аренда рассчитана до июня 2024 года, а контракт Деста с Барселоной до конца июня 2025. Кейлор Навас не станет продлевать трудовое соглашение с ПСЖ, рассчитанное до лета 2024 года. Об этом сообщает АС. По информации источника, в период открытия зимнего трансферного окна вратарь имел предложение от других клубов, однако принял решение дождаться окончания контракта с ПСЖ. Навас перешел в парижский клуб из мадридского Реала в 2019 году. Софьян Амрабат покинет Манчестер Юнайтед. Марокканский полузащитник перешел в МЮ из Фиорентины на правах аренды с опцией выкупа летом 2023 года. Скорее всего, он вернется в серию А по окончании этого сезона. По информации La Gazzetta dello Sport, манкунианцы не собираются выкупать игрока. Сам Амрабат скучает по Италии. Интерес к 27-летнему хавбеку проявляет Ювентус. Туринский клуб может подписать Софьяна в случае ухода Адриена Рабьо на правах свободного агента. Отмечается, что спортивный директор Бьянконери Кристиано Джунтоли давно следит за марокканцем. Карло Анчелотти хочет, чтобы испанский полузащитник Браим Диас остался в клубе. Об этом сообщает журналист Экрем Канур. По его информации, итальянский тренер верит в игрока Реала и желает продолжать сотрудничество с полузащитником. Как сообщает Канур, в летнее трансферное окно Диас может стать целью Милана, Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Арсенала. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.
Неназванный клуб из чемпионата Саудовской Аравии направил Барселоне предложение в размере 80 миллионов евро за 27-летнего нападающего Рафинью. Об этом сообщает Sport.es. По их информации, руководство и тренерский штаб каталонского клуба не хотят расставаться с футболистом. Однако понимают, что саудовский клуб сделал предложение, превышающее оценочную стоимость бразильца.